экономика стала сильно зависеть от логистики. Кто будет контролировать Арктику, тот будет контролировать мир. И если бы мы трезво посмотрели на наши возможности, на нашу грузовую базу, что мы тут без партнеров никак, этих 100 миллионов нет, тогда зачем он это говорит? А это просто огромная необъятная территория, хлопает легко всю экономику России. За 770 километров трубой потянули вдруг в бухту Север, Арктика СПГ-2 вместе с Арктикой СПГ-1 трубили. Такое ощущение, что они выпили. Они кружили вокруг одной точки на протяжении недели. Вот так большого интереса инвестировать, извините, в крышку вашего унитаза у вас дома мне нет. Чем СМП выгоднее, чем вести вокруг в Китай? Ничем. С нами сегодня Никитина Мария, основатель проекта Entrance Lab. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Ваша экспертиза очень заинтересовала нас в части трансарктического пути, в части Севморпути. Вы являетесь большим экспертом в этом отношении. К вам на интервью приходило очень много интересных людей, которые так или иначе связаны с этим проектом, с логистикой, с транспортом. Вот хотелось бы поговорить, собственно, вот эту тему. Мы, в свою очередь, на сегодняшний день в арктической зоне достаточно хорошо развиваемся, создали некоммерческую организацию Агентство развития национальных проектов «Трансарктика» и хотели бы, собственно, помогать этой зоне развиваться как в части нефтегаза, так и в части инфраструктуры, транспорта, логистики, в том числе и школы, садики и все остальное. Мы делаем альбом инвестиционных проектов. Возможно, у нас очень много будет точек пересечения в целом и в сегодняшнем диалоге. Я, наверное, в 2 словах расскажу вообще о сущности того, чем мы занимаемся. И как бы с чего все началось. Все-таки относительно молодой проект, но тем не менее... Вот там 3 исследования, которые у нас были за это время, за последние 2 года, они как раз были посвящены развитию российских транспортных коридоров, скажем, международных транспортных коридоров, но вот с такой российской, скажем, логикой, логистикой, экономикой в основе. Среди первых из них был как раз Северный морской путь. Тем не менее, все началось с того, что еще до начала специальной военной операции, до начала пандемии, как-то нам показалось, что в транспортной сфере стих так необходимый нам всем диалог между участниками рынка. И на фоне того, что он стал стихать, то есть стали возникать проблемы у участников этого бизнеса. Особенно остро это, конечно, касалось монопольных сегментов. И наш железнодорожный транспорт, наверное, в 2 словах скажу, что у нас любопытная картина вообще складывается в стране в логистике. У нас, например, с вами есть 2 критерия – грузооборот и погрузка. И вот, например, погрузка – это 80% автомобильного транспорта, а грузооборот – это 80% железнодорожного транспорта. Вот так все приходится, так все распределено. И вот железнодорожный транспорт, он представляет из себя естественную монополию. Да, и когда дискуссия вокруг естественной монополии стихает, то здесь начинаются серьезные перекосы. Просто в силу последовательных экономических обстоятельств. Вот, и такая дискуссия действительно стихла. То есть раньше был общественный совет, раньше был совет потребителей создан, шли этапы реформирования, это все как-то стихло, и даже, я бы сказала, институциализировалась в своей монопольной роли и прекратила работать так, как работала. А дальше, наверное, следующий вопрос касался грузовой базы. Наверное, она вам тоже интересна с точки зрения как раз изучения арктической зоны. Мы обратили внимание на углеродные, понятно, грузы, и на уголь как на основной груз, и вообще на перекос логистический, тарифный, ценовой перекос в транспортной логистике с нашими огромными транспортными плечами по сравнению с ключевыми конкурентами. Это важная составляющая. Потом обратили внимание на этот перекос, надо сказать, достаточно давно, еще с 2010-х годов мы говорим о том, что это когда-то нас накроет. И вот время пришло. Накрывает. Да, накрывает. Тема угля там уже
по-моему, не проходит ни одного как бы совещания. Вот тут Россия зовет, уже даже товарищ Костин выступил там. Ну и третье, понятно, что вот специальная военная операция, пандемия, специальная военная операция, когда мы реально логистика перестроилась вся с точностью да наоборот. То есть если до этого мы с вами жили в условиях, ну не знаю, как мы, как все мы, но мне кажется, что все. Мы жили в условиях, когда как бы строка затрат логистических, она как-то где-то в конце списка там себестоимости была. Иди отсюда, мальчик. Обычно говорили. И там, например, в металлургии это 2-3% затрат, и все отточено до там, состояния часов. Поэтому тебя там обычно никто на серьезных совещаниях не слушал. Вот. Сейчас все изменялось с точностью да наоборот. Наше время тут пришло. Ну, не знаю уж, как к этому хорошо относиться или плохо. По крайней мере, это не скучно. Я бы сказала так, что работы много, и она, скажем, иная, с иной нагрузкой. В том плане, что экономика стала сильно зависеть от логистики, наши торговые отношения стали сильно зависеть от логистических возможностей, несколько все перестроилось. Формируются новые, если не назвать это деглобализацией, да, потому что к этому слову хочется осторожнее относиться, то точно формируются новые связи, новые партнерства на рынке, новые коалиции, там в рамках БРИКС, одной из там громких, которых мы знаем, ну и так далее. И это касается там как раз всех транспортных коридоров. Вот в этой связи долго я шла, да. Вот в этой связи мы как раз и сделали для себя основой изучения наших транспортных коридоров. И первый из них был Северный морской путь. Мы сделали исследование. Это исследование состоит из 3 основных частей. Это геополитика, это грузовая база, это технологические возможности. Вы сказали то, что логистика занимает, условно, в смете затрат или в ценообразовании достаточно маленькую часть. Ну, с чем, собственно, мне так не хочется соглашаться, хотя доверяю вам как абсолютному эксперту в этой области. В статье затрат всегда логистика занимала, не знаю, 30%, как мне кажется. Собственно, дешевый товар какой-то, он всегда... Самое главное, это логистика. Там, да даже вот взять Pepsi какой-нибудь, я же не говорю про нефтегаз. Понятно, что нефтегаз, если СПГ какой-нибудь перевозить или нефть, то там, наверное, логистика там далеко не на первых местах. По каждой теме можно целую отдельную лекцию рассказать. Ну, смотрите, на что здесь можно ориентироваться. Вот там, например, на нашу железнодорожную тарифную систему. Она разделена следующим образом. Все грузы платят тариф по классам. На 3 класса разделена. 1, 2, 3 класс. И эти классы определяются от доли транспортных затрат в цене продукции. Вот к какому классу относится груз, понятно, какая у него доля. Ну, например, к 1 классу относится самые как раз, низкодоходные, скажем, или с точки зрения железнодорожного транспорта, низкодоходные грузы. К ним относятся уголь, цемент, например, ну и так далее. То есть, вот, как вы правильно говорите, там базовые commodities, они составляют достаточно большой объем в общей структуре грузовых перевозок. Ну, например, уголь составляет около 28% грузооборота. К 1 классу относятся грузы, у которых доля транспортных затрат выше 15-20%. Ко 2 классу это тоже большой пласт. Это удобрение, это зерно, руда, металлургическая руда. Вот это все грузы, которые относятся ко 2 классу. Это тоже commodities и сырье, это тоже достаточно большой объем. Ну, там, наверное, суммарно третий не собирается по всему 2 тарифному классу. Я думаю, что это процентов, наверное, 20 будет от общего грузопотока. Это грузы, у которых там транспортные затраты ниже 15%. А к 3 тарифному классу, куда относятся металлы, нефть, ну и так далее, и прочие там грузы, лес относится к 2 тарифному классу. А там ниже, соответственно, там 5-10%. То есть порядок примерно такой. То, что касается контейнерных грузоперевозок, традиционно относятся к сфере ритейла и так далее. Они перевозятся в контейнерах и относятся там к 2 тарифному классу. То есть где-то там посредний, да, около там 10-15%. Но в целом, если мы разделяем долю на конкретную банку Кока-Колы, то там будет порядка 2%. И самое основное, тут 2 фактора. Во-первых, объем.
ну, что действительно незначительный. Во-вторых, у тебя может быть и незначительный объем, но только ты поехать вообще никуда не можешь. Ну, к примеру, да? Может быть, же и такая ситуация, что у тебя просто дороги нет. А сама инфраструктура транспортная – это вещь дорогая. Ну да, понятно. Капиталоемкая, дорогая и с большой долей постоянных затрат. Это, кстати говоря, касается Северного морского пути в первую очередь. Большая доля постоянных затрат и большая доля капитальных затрат. На что живет РЖД тогда? Ну ладно, это была шутка. Я исходил из того, что я был на заводе Пепси, насколько я помню, да, это был Пепси. И человек на конвейерной ленте, который следил просто за тем, что там все наклеено было правильно. Мы с директором шли по заводу, и этот парень берет, открывает готовую колу, Пепси-колу там или не помнишь. Открывает ее, делает глоток, закрывает и выкидывает. У меня столько вопросов к этому. Я говорю, как вы позволяете такое делать, если... Он говорит, она здесь стоит копейки. Я говорю, ну это же там крышечка, бутылочка, там наклеечка. Не-не-не, в структуре затрат, говорит, это все стоит там вообще копейки. То есть, вот отсюда она 10 копеек она здесь стоит. А на прилавке она стоит там кола 100 рублей. Ну, я еще не помню там цифру, условно говоря, там 100 рублей. Поэтому мы, говорит, позволяем, пусть пьют. Не жалко. Вот, поэтому, исходя из этого, ну и плюс в рамках моих производств, когда мы делаем коммерческие предложения, тоже статья затрат по логистике. Просто вот я не знал, что именно так она распределяется, что РЖД бедолаги страдают. Я надеюсь, если можно так сказать, не будем говорить. Все-таки нет, почему? Это все-таки регулируемая сфера деятельности, она находится в области государственного регулирования, это монопольная сфера, по большому счету. У нас есть, конечно, конкурентные здесь сегменты, но это монопольная сфера деятельности, поэтому я бы их не сильно бы жалела. Я не думаю, что как раз они там как-то сильно бедствуют. Тут какая-то вот такая... Такой есть баланс между тем, что, с одной стороны, как бы их достаточно жестко удерживают вот в определенных тарифных рамках и условиях, с одной стороны, а с другой стороны, наоборот, государство там выжимает из бизнеса средства, вот как, например, сейчас там угольные перевозки, не дает им скидку, не гарантирует доходность на рынках, да, и конкурентоспособность там ряда commodities на рынках за счет понижения тарифов. Это хороший инструмент. Большая дилемма такая, скажем, глобальная, институциональная, назовем ее так, это между ролью РЖД, которая, с одной стороны, должна выполнять такую бизнес-функцию, а с другой стороны, вот такую государственно-распределительную, регуляторную функцию, по большому счету, распределяя, обеспечивая, что ли, доходную базу тем или иным отраслям экономики. Отчасти за свой счет, или, по крайней мере, за счет регулирования. Действительно, в этом есть определенная путаница, и хорошо бы, чтобы со временем вот как-то эти моменты, прояснились. По крайней мере, вот наше предложение, сегодня там одно из наших предложений, да, мы там в частности занимаемся тарифной системой и инвестиционными проектами железнодорожного транспорта. Мы, например, предлагаем эти вещи разделить. То есть оставить РЖД как хозяйствующий субъект, контролировать его именно как операционный, диспетчерский и хозяйствующий субъект, а инвестиционную деятельность отправить вообще в одну прямую компанию под заказы государства. Ради бога, пускай РЖД туда передает дивиденды, если это государственное РЖД останется государственным, туда передает дивиденды, государство распределяет эти дивиденды, дополнительно изыскивает средства на те инвестиции, которые надо, и напрямую финансирует, 15-20 или какую-то иную компанию, которая строит инфраструктуру. То есть разделить, потому что вот этим мутным котлетом чуть непонятно, где они там накосячили в операционном плане, где в инвестиционном не то построили, и вот в этом мутном котле ты вообще ничего не поймешь, и где тарифов не добрали. Петр I хотел соединить северо-запад с юго-востоком. Вот у него такая была мечта, если я не ошибаюсь, по-моему, так. На сегодняшний день трансарктический транспортный коридор практически удовлетворяет тем мечтам и целям Петра I. Да. Согласны ли вы, как этот трансарктический транспортный коридор совмещает, внутри которого находится Северный морской путь, насколько я понимаю, и
и в том числе и РЖД, и ЖД транспорт, и автомобильные дороги, и в том числе речное пароходство. Как вы видите вот этот вот ТТК в целом как проект? Какие в нем есть, условно говоря, дыры, то есть что необходимо еще залатать, какие проблемы, задачи, перспективы? Конечно, мы для себя наши ключевые транспортные коридоры разделяем, а не смешиваем. Несмотря на то, что, конечно, на них нельзя, фундаментально тут нет чистой совсем зоны, но все-таки мы разделяем и исторически, по сути, северо-западное направление, восточное направление, транспортно-логистическое в целом. Имеется в виду и порты, и железнодорожную составляющую, и автомобильные грузоперевозки, и мультимодальный сервис, который есть, южное направление, транспортный коридор север-юг и Северный морской путь, как и арктический транспортный коридор, как самостоятельное отдельное направление. В национальном проекте «Эффективная транспортная система» на них смотрят комплексно, миллиардов, триллионов, по-моему, 10-15, вот все туда. Мне кажется, что, по крайней мере, давайте так, я могу здесь быть не права, то есть все то, что можно поделить по горизонтали, можно когда-то, наверное, и по вертикали поделить, то есть то, что меридианно сделать широтным и наоборот, но мне кажется, что пока интересно на Северный морской путь и на арктическую зону смотреть как на какую-то отдельную самостоятельную тему с отдельной экономикой, с отдельной логикой построения, с отдельной альтернативностью, геополитической нашей мотивацией, которая у нас есть, и вообще с пониманием суверенитета и желанием лидерства на этой территории. Мне кажется, это не касается всех проектов, потому что если мы начинаем туда приспосабливать наши балтийские порты, даже северные, то как-то выглядит странно, и уже другие проблемы понимаете? Тут у нас к примеру, у нас по СМП 71 порт. Из них 66 это которые меньше 100 тысяч переваливают, мы можем с 100-миллионным, Санкт-Петербургом, то есть как-то получается несколько не совсем одно и то же. Могу вам рассказать, наверное, свое видение по тому вообще, как устроен. Хотелось. Да? Хорошо. Практически следующий вопрос. Извините, если сняла с языка. Так вот, в чем суть? В общем, активизация темы Северного морского пути и арктической, вообще темы Арктики, она как-то стартовала, наверное, с начала 2000-х. Мне кажется, как-то, наверное, все вместе. Активное развитие технологий, и, возможно, новая экологическая доктрина, новое отношение как-то к природным ресурсам. И, мне кажется, какое-то геополитическое, какое-то новое ощущение нового геополитического уклада. Все эти теории стали образовываться, Фукуямы, туда-сюда, кто против кого и так далее. Эта подозрительность геополитическая, она тоже стала основой того, что все как-то потянулись к Арктике и стали думать, что же у нас там. В этом смысле, мне кажется, что у нас было здесь определенное преимущество бежать впереди всех, потому что мы и у нас самая протяженная территория и так далее, и мы понимали более-менее, что там происходит. И, наверное, чувствовали и знали уже это, что все это очень хорошо и интересно, технологии, то все. Но без инфраструктуры, людей, инфраструктуры, поселков и вообще какой-то логики, грузовой логики или без точки какой-то внятной входа, это просто огромная необъятная территория, которая, слопает легко всю экономику России, может, не всю, но, по крайней мере, большую ее часть, и не подавится. Понимаете? Не факт, что еще получит эффекты. Мне кажется, что очень много исследований, которые посвящено шлейфовым
новым там разработкам и так далее, и так далее. И они не очевидно дают свой эффект. Но, с другой стороны, у нас, в отличие от других стран, была логика, еще, наверное, территориальная, да, то, что мы понимали, что мы хотим здесь лидерство, в отличие от всех других стран, потом как-то должны стать пионерами здесь и не упустить вот эту идею лидерства, не отдать ее, да, тем более там начинались какие-то движения и в части морского права, и там в ООН там как-то, и вот этот вот Арктический совет куда-то тоже все время там заносило с разными идеями и так далее. Вот. И наше лидерство как раз было основано вот на создании логистического маршрута там Северного морского пути и определение в этом направлении якорного груза. Я еще думаю, что вопрос безопасности и двойного назначения тоже был не праздный. То есть я думаю, что вместе с тем, когда стали думать о технологиях, стали и думать, что сейчас там, кроме нашей этой какой-то подводной лодки, там еще сейчас десяток наплывет, и, в общем, не хотелось бы, надо бы как-то это контролировать. Я так думаю, уверенности нет, но почему-то мне кажется, что и без этого не обошлось. В этом всем была логика. И почему я так думаю? Я так думаю из-за проекта «Восток-Ойла», честно сказать. Потому что, когда ты смотришь, чего это они ванкорское месторождение за 770 километров трубой потянули вдруг в бухту Север, да, недалеко там с Диксоном, да, то есть у тебя возникает вопрос в голове, что это странно. Да? Вот. И мне кажется, что СПГ, проект СПГ, Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-1, Арктик-СПГ-2 тоже, в общем, стали основой. Я, кстати, не думаю, что их бы не было без СМП, но, мне кажется, что желание... Но они там самостоятельно. Да, поэтому... согласна. И все же желание, тут интересы соединились. Потому что по Востоку-Ойлу мне кажется, что нет, ничего там не соединилось. Даже если Паяхское это месторождение взять, то проще было его трубой привязать к Ванкору и запустить в Балтику. Совершенно не надо было туда копаться на 770 километров. То есть это реально обеспечение грузопотока Северному морскому пути. Логично? Вообще, вопросов нет. Посмотрели, стали строить и так далее. И того получалось 230 миллионов тонн к 2030 году, которые, уберем что-то ненужное. Значит, 60 из них это Новатэк с СПГ и 100 ванкорское месторождение вместе с Паяхой, вместе с этими всеми там их дополнительными Тугун, по-моему, лодочная, там еще дополнительными станциями, все это, значит, туда. Вот там еще 100 миллионов. Итого 160. Даже если не 230, а 160 вполне себе достаточно для того, чтобы действительно на эти деньги реализовывать инфраструктуру. Как она реализовывалась? Пожалуйста, все ледокольные компетенции именно не по ледокольному флоту, а по атомным ледоколам и так далее, они, в общем, у нас есть и сосредоточены. Вопрос денег, вопрос дополнительных технологий, понятно. Все судостроение мы и расширяли и собственные компетенции на «Звезде» пытались собирать из корейских, и в Корее могли заказать, и в Китае могли заказать. То есть весь ледокольный флот – это тоже не большая редкость. Даже газовозы, если не атомные, да, они могут быть разного класса. То есть все еще и устраивалось в этом плане. А дальше мы пришли, с одной стороны, к специальной военной операции, где нам Арктик-СПГ-2 вместе с Арктик-СПГ-1 трубили. Итого осталось 20 Ямала, да, который там так или иначе едет. А по ванкорскому месторождению, не знаю, откуда там эти 100 миллионов, я просто не знаю, честно сказать. Откуда? 25 здесь как минимум, если говорить о Североморском пути, то это целый путь в Азию, а не куда-то в Европу. Договорились. Проговорим сейчас этот момент. Так вот, я все-таки закончу про ванкорское месторождение. То есть я 100 миллионов там вообще никаких не вижу. Я вижу, что сам Ванкор на пике давал 25, сейчас дает 14. Была надежда на Паях, на Паяхский этот кластер. Надеялись. Потом, значит, что?
Потом сейчас строят порт, и в проекте порта у них там 16 банок по полтора миллиона. Итого расчет на 25 миллионов тонн. Они порт строят на 25 миллионов тонн. Откуда как там появится 100 миллионов, я вообще понять не могу. То, что касалось транзита в плане, утвержденном правительством, на эту долю отводилось 10 миллионов тонн. На мой взгляд, ничего в этом ужасного нет. Да, этот груз, который не поедет прямо сегодня. Так да? они уже едут, грузы, не углеводородные. Нет, мы говорим про контейнерные грузоперевозки, про основной грузопоток между Азией и Европой. Основной грузопоток из Норвегии выехали, собственно, несколько, насколько мне известно, транспортных судна в Китай. Да. Да. Вот они уже начали свой ход. Вообще, в принципе, навигация по СМП есть. Вообще и была всегда. И не то, что это открытие последних 2 лет. Она вообще есть и была всегда в сезон. Там есть короткий навигационный сезон, она в него есть, там есть свои сложности, потому что помимо того, что тебе нужно судно ледового класса, да, то, что даже когда у тебя сезон, все равно тебе, соответствующий, может быть, тебе ледокол не нужен на каждом участке, но тебе все равно судно соответствующего класса нужно, и тебе нужны навигационные системы. Перебью вас, если говорить о как раз проблемах Североморского пути для европейцев, не считая на сегодняшний день геополитическую ситуацию, чем СМП выгоднее, чем ввести вокруг в Китай? Ничем. То есть нет. Он же СМП, короче, вроде как там. СМП не круглогодичный, СМП не реализованный технологически, не реализованный технологически, то есть просто не можешь, да, ты можешь какое-то одно пробное судно запустить, оно хорошо субсидируется сегодня за счет государственного бюджета, там есть определенная доля субсидий, которая на на проходы этих судов распространяется, и это дает какие-то незначительные эффекты, но в основном это пробные, разовые суда, на мой взгляд, когда их отправляют европейцы, не знаю, там может пара разведчиков сидит, которые дно изучают, но никакой логистической выгоды в таком движении нет совершенно. Все это появляется после того, когда этот поток стабилизируется до каких-то нормальных величин, когда появляется действительно этот челночный ледокольный флот, когда у тебя полностью готов весь маршрут, когда ты можешь просчитать это время. То, что у тебя короткое расстояние, не значит, что ты проедешь быстрее. Вот, например, 2 судна, которые в этом году, в этом или в прошлом году в прошлом году отправились, в этом году, по-моему, приезжали они в Китай. 2 судна, которые отправились ледокольных судна, которые отправились, ледокольного класса, которые отправились из Санкт-Петербурга, они на 14 дней застряли в районе Баренцева моря. Если вы посмотрите на карту, как они застряли, просто удивительно. Такое ощущение, что они выпили. Они кружили вокруг одной точки на протяжении недели. Вот так прям откровенными кругами. Такое ощущение, что они там улитку рисовали. Что такое? Говорит, что? Говорит, там непонятно, какие погодные условия, откуда ветер, откуда карта льдов. Непонятно, как радиолокационные и навигационные системы, как между собой погоду предсказать не могли, и поэтому боялись их выпустить из этой точки. Теперь вопрос, который касается безопасности судоходства. Когда у вас что-то случилось, кто вас там будет спасать? Вы как себе это представляете? То есть в нормальных условиях это все отработано. Из ближайшего порта едет соответствующее судно, которое оказывает вот эти все вопросы, связанные с помощью и безопасностью. А там как? Это же не может быть как первопроходцы понимаете, Северного Ледовитого океана померли, отправим следующих. Так же не может быть, понимаете? В смысле, даже если это сильно короче. Понимаете? Так же это не работает. То есть у тебя вот эти системы должны быть налажены. Я хочу сказать, что в этом нету драмы такой, что кстати говоря, я буквально сегодня с коллегой обсуждала этот проект, он говорит, не знаю, что ты схватил за это СМП, вообще мертвая зона. Я так, кстати говоря, не считаю. Нет, я не считаю. Я считаю, что пускай будет 45 миллионов, это уже что-то, за что можно зацепиться. Важно их не потерять. Я считаю, что с отменой санкций мы все-таки получим Арктик СПГ-2.
И, возможно, двинемся в Арктик СПГ-1, то есть уже там где-то там под 100 набирается. Мне кажется, что действительно вот эта логика транспозиции, по крайней мере, порожнего контейнерного оборудования, которое уже из Европы в Китай тоже может иметь место быть. Это проект будет субсидируемый государством как минимум в части создания капитальных затрат базовой инфраструктуры. Тут бы склеить хотя бы операционную окупаемость, то есть хотя бы вот эту часть, хотя бы чтобы он в операционном плане, потому что, понимаете, еще же содержание у тебя этой инфраструктуры, это будет огромное количество постоянных затрат. В этом смысле то, что есть гарантированный якорный груз, это наше все. Вот от него надо считать в обратную сторону, что там в операционном плане получается. Может получиться так, ну, по крайней мере, сегодня во многом проекты Восток-Ойла субсидируются, да? Хорошо, а если у нас там в государстве стоит задача формирования текущего федерального бюджета, да, повезем мы эту нефть тем путем, чтобы она приносила больше доходов бюджета или обеспечила СМП. Это вот тоже развилка, которую тоже надо для себя определить. Что, мне кажется, здесь системно плохо. Когда у нас господин Рукша говорит, что у нас в 30-м году будет 100 миллионов Восток-Ойла, выглядит странно, потому что все понимают, что нет, этих 100 миллионов нет, тогда зачем он это говорит? Возникает вопрос. Для тех, ну там тоже вообще не дураки, они же тоже там как-то какие-то тоже понимают, да, вот. Для нас, для наших, в смысле, проси больше, дадут половину. Может быть, в этой логике. Она в сегодняшних условиях того, как бы мог двинуться проект, она вредна, потому что она создает иллюзию какой-то там нашей самостоятельности. А мне кажется, этой самостоятельности нету. И не только в силу якорного груза. Слава богу, что он какой-то есть. Вторая часть этого якорного груза, вот эта транспозиция контейнеров или вообще поток Восток-Азии, он находится в Китае. И они это тоже очень хорошо понимают. Мне кажется, вот эта логика интереса в 2000-х годах к проекту, такая усиленная во всем мире, в том числе там, со стороны Соединенных Штатов, со стороны Европы, с нашей стороны, она была связана с тем, что вдруг Китай с Индией решили, что они тоже вполне арктические государства. Их как бы это беспокоит. Да. И если Индия еще там что-то говорит, что у нее там в Гималаях там тает из-за вашей Арктики, и поэтому ей надо там обязательно исследования вести, то как бы Китай вообще конкретно пишет свою белую книгу. И это морское право, тут 12 миль – это ваше, остальное идите нафиг, я буду тут курсировать, а вы, если хотите, присоединяйтесь. А так, как бы просто идите отдельно, мы все равно будем все тут делать сами и без вас. Вот. И вот мне кажется, что вот эту мы перестаем на своих 100 миллионах, мы перестаем вот эту геополитическую логику учитывать. Понимаете? И это большой минус, потому что помимо того, что грузы, у нас сегодня проблемы с деньгами и с технологиями. И если бы мы трезво посмотрели на наши возможности, на нашу грузовую базу, поняли бы, что мы тут без партнеров никак, то, наверное, у нас бы сформировалась иная геополитическая доктрина. Мы бы подумали, кто бы мог бы быть нашим партнером, и тут напрашивается Китай. Вы мне скажете, ну подождите, как же Китай? Вот сейчас мы их туда запустим, и потом... Не я скажу, а конкретные службы скажут. Из этой коммунальной квартиры. Вот. Но пока мы рулим этим процессом, мы же можем запустить не только Китай, но и ту же Индию. Китай, Индию, Арабские Эмираты, DP World, да, компания, которая проявляет интерес к этому проекту. То есть сегодня вот эта вот конструкция сотрудничества в наших руках. Если мы говорим о том, что открыто говорим, что оно нам необходимо, и конфигурируем ее так, чтобы было более-менее равноценное партнерство, в котором нет ни у кого перекоса, вы как бизнесмен должны меня понимать, что можно же 30, 30 и 30, а не обязательно 51 и
идите нафиг, правильно? Это же золотая акция, Да, и 1% иметь. Да, ну то есть можно делать конфигурации так, которые позволяют все-таки балансировать интересы разных сторон, понимая... Ну, либо оставаться хозяином, это тоже неплохо в целом. Это неплохо, но я говорю, что оставаться хозяином в условиях сотрудничества. Коллегиального сотрудничества. Дать гарантии определенных дать, инвестиций. Но здесь интерес такой, что мы понимаем, что, опять-таки, если мы рассуждаем как бы с позиции Китая, то, конечно, они говорят, что мы груз наш, деньги у нас есть, технологии у нас тоже есть, зачем вы нам Море нужны? общее. Да, море общее. Зачем вы нам нужны? Да? Ну, это несколько натянутая позиция, на мой взгляд. Сегодня это не совсем так все-таки, да, потому что и как-то и портовая инфраструктура, и безопасность, и как бы и навигационные системы, и опять-таки вот ледоколы, да, атомные ледоколы и так далее. То есть это те технологии, которые, конечно, у нас продвинуты, отработаны вперед. Это не значит, что Китай их не осилит. Это значит, что вот это сотрудничество могло бы быть сбалансировано сотрудничеством и с другими странами, а не упираться в то, что не-не-не, мы тут сами с усами, сейчас у нас там какие-то 100 миллионов и так далее. Они приведут к тому, что мы туда вкопаем, как сегодня в российскую портовую инфраструктуру, мы уже вкопали вот эти вот бесконечные миллиарды, и она у нас там избыточная, да? Ну, там, кто говорит на 40%, кто вы говорите, на 50%. что мы не пускаем, да? Есть такое мнение, оно, наверное, в большинстве, но все-таки мы на сегодняшний день, как страна, многие представители власти заявляют, что нам необходимы партнеры из дружественных стран для того, чтобы арктическую зону развивать. То есть, и, ну, в частности, там Чибис Андрей Владимирович говорил, что нужны партнеры из дружественных стран, и инвестиции нужны. А он на сегодняшний день, по сути, там занимает в арктической зоне самую такую не последнюю роль. Один из первых, будем говорить так. Вот. Поэтому, ну, вроде как мы движемся в эту сторону, и понимая, и я, и вы, в частности, мы тоже уже движемся в эту сторону и предлагаем свои решения. Поэтому я думаю, что, ну, вы все правильно говорите, и надо это делать просто. Ну, смотрите, мы с вами на что можем ориентироваться? Нравится, что говорит Чибис, и что мы, как говорим, тоже мне очень нравится, все хорошо. Но есть программные документы. Открываем и смотрим, что мы только допускаем свои ледоколы, контролируем полностью всю проводку. Все суда, по-моему, там, ну, надо посмотреть, чтобы я сейчас не переврала. Ну, в общем, то есть мы тут полностью закрепляем пока в правовом плане всю логистику за собой. Возвращаясь к Андрею Владимировичу, недавно была встреча с Владимиром Владимировичем Путиным. Андрей Владимирович запрашивал создать корпорацию развития Арктики. Владимир Владимирович дал добро. Собственно, сейчас будет создаваться такая корпорация совместно с Росатомом, если не ошибаюсь. И вот, собственно, в рамках этого уже, наверное, что-то пойдет, какое-то Ну, я говорю, что я пока документов не видела. Я не думаю, что проект о корпорации развития Арктики может быть выше, например, постановления правительства о Северном морском пути. Они должны как-то между собой, да. То есть либо туда должны быть внесены изменения, либо сюда должны быть внесены изменения и так далее. Принципиально какой-то концепции, которая определяет наше сотрудничество со странами, с Китаем, с Индией и так далее, кроме пока очень таких, скажем, доктринальных документов, ну, вроде бы, что мы там со всеми дружим, я не видела. И я, кстати, думаю, что это не такой простой вопрос. Он не такой простой, потому что, опять-таки, тут можно действительно, отдав палец, потерять руку, с одной стороны. С другой стороны, ну, опять, вам, наверное, как бизнесмену должно быть это понятно, что странно, чтобы вы пришли со своими деньгами без особенных гарантий и специальных условий. То есть вы, с другой стороны, тоже захотите получить эти специальные условия. И вот мне кажется, что наша задача как раз сформировать вот эту вот взаимовыгодную для всех общую виновскую коалицию вокруг СМП и вокруг
всей арктической зоны. Я, кстати, думаю, что она будет касаться многих интересов. Опять, это же как бы так не может быть, что мы с вами тут решили, как вот СМП между Китаем и Индией поделить и Россией, да, а все остальные там и пошли. Отлично, ребята там все поделили и нормально. Ну, не так же, да, то есть мы понимаем, что это все упрется там и в Арктический совет, и в морское право, и в территориальный вопрос там по шельфам и так далее, кому что там принадлежит, и без там Соединенных Штатов, которые тоже, мне кажется, не будут сильно заинтересованы запускать туда Китай, по крайней мере, я так понимаю, что конвенцию по морскому праву вот в этой части американцы как раз не подписывали ровно потому, что они не хотели такого активного участия в этой зоне Китая. Ну, еще плюс, честно сказать, я вообще не понимаю тему, связанную с двойным назначением, честно. Я еще думаю, что там вот эта часть очень сильно замешана, что все боятся, что если чего-нибудь, то там все как приплывут туда. Ну, туда и приплывут. Вот это я не понимаю. Мне кажется, неизбежно, в принципе, определенный конфликт в будущем за вот территорию, которая еще не определена, скажем так, за какой-то из стран. Одно дело, когда мы в экономическом плане, а другое дело, когда там у тебя, там, не знаю, в Мурманске всплывает чтобы не китайская подводная лодка. Чтобы этого не было, это же тоже вопрос. Необходимо, первое, как вы правильно говорите, обеспечить грузопоток, создать инфраструктуру. Вокруг этой инфраструктуры создать необходимые пограничные службы Министерства обороны. Там уже Росгвардия на сегодняшний день, во-первых, защищает, во-вторых, спасает. Не знаю, насколько все это сейчас пока эффективно или нет, но, по крайней мере, мы идем в этом направлении, движемся. Поэтому надо начинать с малого, все правильно говорите, но отдавая палец, необходимо здесь где-нибудь намазать какой-нибудь вонючий смесь, чтобы китайцы не откусили до конца. В силовом блоке не разбираюсь, честно сказать. И то, что Рукша говорит про 100 миллионов, меня смущает, потому что он глубоко в материале. Я не думаю, что это чисто вопрос там, инвестиций в ледокольный бизнес, поэтому как бы заявляются такие объемы. Мне кажется, что в этом может быть своя, в том числе логика, связанная с военной безопасностью и так далее. Все стратеги говорят, кто будет контролировать Арктику, тот будет контролировать мир. То есть, если такими, конечно, громкими фразами выражаться, но и это факт. Если говорить, опять же, возвращаясь к инвестициям, опять же, самое короткое плечо до всех, до Америки, до Европы, даже до Китая, по сути. Но если мы научимся, если грузопоток пускать, можно же за собой тащить какого-нибудь китайца. Ты на ледоколе едешь, и за собой тащишь еще там 5-10 судов китайских в зимний период времени. Ледокол другая задача, но окей. Я имею в виду, старший брат ледокол идет по Северному пути, а за собой тащит контейнера, как паровозиком, условно говоря. И возвращаясь все-таки к инвестициям, хотел бы здесь тоже прокомментировать. Если мы начнем потихонечку дружным странам давать, вы все правильно сказали, в общем, про необходимость инвестиций больших и необходимость деления данного СМП между странами-партнерами, невозможность на сегодняшний день обеспечить какие-то гарантии их присутствия там, но можно начать, как мне кажется, с минимальной базы. Дать построить им порт какой-то, дать построить дорогу. Они как раз с удовольствием, мне кажется, и приедут за маленьким фалангом твоего пальца, смотря на локоть. Но в данном случае обезопасить это. То есть, это в любом случае нам поможет получить дополнительные инвестиции, дополнительно к нашим деньгам, которые на сегодняшний день мы должны эффективно использовать то, что у нас есть. Базовый грузопоток, как вы говорите, он обеспечен, и на этом базовом грузопотоке с дополнительными инвестициями в маленькую инфраструктуру китайцев. И дальше потихонечку
доктрину, о которой вы говорили, менять? Ну, смотрите, я как бы здесь где? Ну, то есть я выступлю адвокатом с другой стороны, где я вижу здесь определенного рода риски. Если бы все было так просто, то, в общем, большого интереса инвестировать, извините, в крышку вашего унитаза у вас дома мне нет. Зачем? Я туда никак, понимаете? Вот, поэтому, то есть у меня должны быть какие-то точки входа, как я этим пользуюсь, зачем, почему и как это в большой проект моего проживания там, в соседней квартире ложится, понимаете? Платить каждый раз, когда эту крышку буду открывать, закрывать. Да, я только просто это вообще никак не проконтролирую, и вообще непонятно, почему я должна тогда в это инвестировать, а не, например, в транспортную инфраструктуру, там что, шелкового пути, один пояс, один путь, в дорогу через там, ну что там, срединный коридор, что там сейчас китайцы активно инвестируют, ну и так далее. То есть мне кажется, что китайская инвестиционная программа больше направлена не лишь бы куда вложить деньги, а с точки, по крайней мере, зрения Северного морского пути действительно защитить свою позицию в этом коридоре и свою, ну, как бы полноправную роль партнера. Это не значит, что этого не может быть, абсолютно. То есть есть, например, интерес, который у нас бы был вот в комплексном проекте «Северный морской путь», который бы у нас бы мог бы быть по отношению к Китаю. Это, конечно, судостроение, обеспечение судостроения. Это, конечно, технологические вещи какие-то дополнительные. Там, например, это могут быть двигатели, это может быть вся гидравлика, связанная с судостроением, да, потому что у нас звезда корпуса-то здорова, понимаете, из евразовского металла фигачить. А вот как бы чем наполнить вот эти корпуса, да, это проблема. Поэтому здесь конфигурации, как бы куда бы мог бы и чем мог бы войти Китай, они как бы есть. И это не обязательно там какой-нибудь маленький порт построить. Потом, понимаете, он сам по себе-то маленький, никому вообще не нужен. Ну, то есть оно так не работает. Тебе тогда нужно куда? Роснефть отдаст свою бухту Север китайцам? Да нет, конечно, ну нет. И Новатэк тоже не отдаст. А мы пока с вами сосредоточены, что у нас грузы раз и два. И Норникель не отдаст свой там условно порт. Какой-то дополнительный там строить сейчас, ну можно. Но в чем его будет логика? Там, например, обеспечение безопасности, даже если мы возьмем какой-то отдельный третий порт, хотя как бы так никто не делает, когда у тебя есть действующая инфраструктура, когда в чистом поле, зачем ты будешь строить порт, да? То тебе потребуется даже для обеспечения безопасности своя навигационная система. Что мы туда спутники, что ли, китайские запустим? Да нет, тут все ваша Росгвардия. Ну, просто на этом месте. Ну, то есть непростой вопрос. Он комплексный. Он комплексный, не невозможный. Я вообще не сказала наоборот. Я же наоборот как раз и предлагаю эту мысль. Другое дело, что я предлагаю сразу это выстроить у себя систему, как бы мы хотели, какую-то нашу идеальную карту, как бы мы хотели, кто, что, в какой роли, как обеспечен вот этот вот баланс сдержек и противовесов, как нет какого-то лидера здесь, который бы захватил все себе, включая и мы должны подвинуться и в каких-то своих, наверное, как бы интересах и пустить частный бизнес. В чем он может заключаться? Ну, например, там судоходство. Часть судоходства может быть в большей степени там китайской. Они могут с этого зарабатывать в части, по крайней мере, контейнерных грузоперевозок. Почему нет? А мы там выполнять роль там заработка исключительно портовой инфраструктуре. Ну и так далее. То есть это все нужно вот как бы сконфигурировать и расписать. Пока мы говорили о том, что мы всю эту логистику делаем сами. Пропускаем ледоколы мы, суда под нашим флагом только ходят и так далее, и так далее. Пока мы все как бы тянем одеяло на себя. А мне кажется, что до тех пор, пока мы будем вот бегать с этим флагом, что у нас там 100 миллионов, мы так и будем терзать государственный бюджет, показывать это одно несчастное судно и не показывать, что оно там этой улиткой ходит по 2 недели. Ну, то есть можно создавать свои как бы картинки. Вот. И как бы тянуть из бюджета средства на всю историю. Да,
это тоже неплохо, почему нет? То есть точно тут помирать нельзя. Вот, но это не так продуктивно, как бы было, если бы мы стали сейчас в консорциуме двигаться здесь. Серьезно, давайте напишем план мероприятий, по которому мы реально будем идти и привлекать сюда в корпорации и правительства, которые так или иначе... Ну, смотрите, связаны. я не возражаю. То есть не возражаю. Я считаю, что, работу начать, говорить что об этом можно сразу. делать что эту работу можно делать. Первое. Договорились о создании консорциума. Напишем совместный план мероприятий. Видите, такой протокольный подход. Как совещание провели. Где кровью подписались. Хорошо, было приятно пообщаться, Мария. У нас есть... Взаимно. Нашей команды вам. Ой, как небольшой здорово, подарочек. спасибо большое. Позвольте его я даже открою. Это здорово, У спасибо. нас Какие вы молодцы уже. предновогодние. Ой, красота какая. И здесь Ага. Ой, класс, ух ты. наш ледокол в арктической зоне. Да, хотелось бы наш ледокол, который мы совместными усилиями все-таки сделаем когда-нибудь вместе с вами. Да, это здорово, красиво. Да, поэтому хорошего вам настроения, Мгм. приятного Спасибо Нового большое. года, Спасибо наступающего. большое. Давайте Приятный я подарок. упакую. Рассчитываем на интерес зрителей. Спасибо за просмотры. Рассчитываем на то, что вы будете подписываться на наши каналы Entrance Lab и Azata Energy Insider. Welcome.